Всем привет! В детстве, проходя возле аквариума в супермаркете, я думал, что вот это и есть рак. Просто очень большой. И если мы и покупали что-то подобное в магазине, то это были раки среднего размера или просто креветки. И я искренне не понимал, почему мы не покупаем вот этого большого рака, он же наверняка вкуснее. Потом оказалось, что это был лобстер, и он живет не в речке, а в океане. И смотря на его цену сейчас, я понимаю, почему тогда мы его не покупали. Так вот, к чему я все это рассказываю. Сегодня мы все-таки купим лобстера и раков. Посмотрим, насколько они отличаются по вкусу и в цене. Поехали! Итак, отправляемся в рыбный отдел и выбираем самого большого лобстера. Внимание, такой лобстер стоит 1240 гривен или 3000 рублей. Сразу же купим сливочное масло, укроп, петрушку и чеснок. В другом магазине я купил раков, тоже самых больших. За 3 килограмма мы отдали 3000 гривен. Это почти 5000 рублей. Видео должно быть дешево против дорого, но блин, здесь все дорого. Начинаем готовить. Я не буду особо изгаляться и там запекать раков или лобстеров. Просто сварю, чтобы попробовать чистый вкус мяса. Однако варить их тоже нужно уметь. Итак, возьмем 2 кастрюли. Раков у нас много, поэтому вот такую большую для них. А для лобстера стандартную. Набираем в каждую кастрюлю воду и ставим на огонь. Бросаем в воду пару лавровых листиков. Ломаем укроп на 2 части и тоже отправляем в кастрюлю. Я думаю, каждый знает, что укроп дает офигенный вкус бульону и убивает запах тины, если он присутствует в раках. Ждем закипания и хорошо солим воду в большой кастрюле. Прям очень хорошо солим. Я, конечно, посолил воду и в маленькой кастрюле, но потом понял, что это бессмысленно, так как под панцирем у лобстера уже есть соленая вода из океана, в котором он был до того, как его поймали. И перед погружением лобстера стало немного жаль, поэтому сделаем его смерть моментальной, просто проткнув мозг ножом. Раки же умирают в кипяченой воде моментально, поэтому в этом плане с ними проще. Отправляем лобстера в кипящую воду. Да, блять, это ты? Нет, это он дернулся. То же самое делаем и с раками. У нас раки большие, поэтому варить их будем минут 15. И пока они варятся, давайте сделаем соус. Открываем сливочное масло, перекладываем его в миску. Далее чистим чеснок и очень мелко нарезаем. Отправляем к маслу и то же самое делаем с петрушкой. Соль, перец и все. Ставим на огонь и растапливаем масло наполовину. Перемешиваем и соус готов. Нет, конечно, масло можно растопить и полностью, но мне больше нравится так. Получается такое ароматизированное масло чесноком и петрушкой. Оно не мощное по вкусу, но это нам и нужно, чтобы оно не перебивало вкус самого мяса. Время прошло, раки и лобстер сварились. Но не вздумайте сливать с них воду, как большинство людей. Нужно, чтобы в этом ароматном бульоне раки и лобстер остыли. Для ускорения процесса я вынес кастрюлю на улицу и вставил ее в снег. Ну и с лобстером тоже. Бульон остыл, можно их доставать. Как-то странно, что лобстер прям супер красного цвета, а раки такого блекло-оранжевого. Разрезаем лобстера на 2 части и на мясо наносим соус. А вот открыть клешню очень сложно. Не делайте так, как я, иначе убьете свой нож. Достаем кусок мяса, который будем сравнивать. Переходим к раку. Да, я знаю, что в голове у него есть немного мяса и сок, который можно выпить, но мне, если честно, не особо. Поэтому я чищу только клешни и хвост. Как я уже и говорил, это первые мои большие раки, и могу сказать, чем больше рак, тем тяжелее его чистить. Не забудьте, кстати, у рака убрать пищевод, он там же, где и у креветки. Слева сейчас кусок мяса лобстера, а справа рака. Пробуем их, и что я могу сказать? У рака более нежная текстура, но именно вкус более мощный у лобстера. Теперь с соусом. Все то же самое, только вкус еще усилился. Теперь по ценам. Мы посчитали, один рак стоит 55 гривен, это 130 рублей. А цена одного лобстера, как вы помните, 1240 гривен или 3000 рублей. Причем мясо в этом лобстере, ну как в 4 раках примерно. Получается, с точки зрения наесться, лобстером будет очень дорого. Поэтому лично я бы покупал раков. Их и чистить легче, и стоят они дешевле. Я предполагаю, что за лобстером нужно ехать в те страны, где его ловят. Там он будет стоить адекватно. Вот такое видео получилось. Если оно вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на Инстаграм, я туда публикую фоточки со спойлерами следующих видео. Всем пока!